На прошлой неделе я побывал в славном городе Подольске, где базируется офис и весь цикл производства продукции нашего российского бренда SA Lab. Кто знаком с усилителями и фонокорректорами, кабелями и другими компонентами этой компании, уверен, не станет спорить с тем, что интересно было бы посмотреть, как эти изделия рождаются на свет. Учитывая многочисленные просьбы со стороны зрителей, я отправился не только посмотреть, но и отснять репортаж, чтобы показать вам весь процесс производства, который заключается не только в отверточной сборке готовых компонентов из существующих узлов и деталей. Наши ребята осуществляют полный цикл от разработки, макетирования и прототипирования до производства серийных изделий. Они сами производят трансформаторы, паяют платы, вырезают элементы корпуса из искусственного камня, работают с металлом, покраской, наносят лазерную гравировку, анализируют и тестируют готовую продукцию. Но обо всем по порядку. С чего же все начинается? А начинается, как всегда, с идеи и исследований на предмет, может ли эта идея работать. После чего макетирование и проектирование продукции. Поскольку SA Lab не использует сторонних разработок именитых брендов, а пользуется исключительно своими. Далее идея реализуется в виде 3D-проекта. Разрабатываются платы, промышленный дизайн корпуса, эргономика органов управления. Если необходимо понять, как деталь будет выглядеть вживую, то она тут же, не отходя от кассы, печатается на 3D-принтере. Вот, например, печатают модель нового пульта дистанционного управления, перед тем, как производить его из алюминия. Замечу, что модели выполнены очень подробно, а вот далее самое интересное. С чего бы начать? Для начала заглянем на складское помещение с огромным количеством стеллажей, на которых расположены компоненты, включая транзисторы, резисторы, готовые трансформаторы, корпуса, лицевые панели, а также лампы. Ламп тут хватает. Все они, ну или почти все, нашего производства делаются на заказ по заданной спецификации SA Lab на фабрике Софтек в Саратове. На каждой присутствует логотип компании. Кстати, лампы, которые уже сняты с производства, также имеются еще в наличии в огромном количестве. Например, в своих усилителях Samsung SA Lab использует лампы 6P36S, еще советского производства. Периодически такие лампы проходят проверку на заводе на соответствие параметров, ну а которые не дотягивают по параметрам, отсеиваются. На усилителях SA Lab установлен счетчик часов для того, чтобы было проще определить, когда пора менять лампы. Отсюда прямо повеяло теплой ламповой атмосферой. Вообще, прогулявшись по складу, и не скажешь, что SA Lab занимается мелкосерийным производством. И потом удивил относительный порядок. Здесь же молодой специалист изготавливает трансформаторы, причем реально с нуля, начиная с изготовления каркаса, для которого используется специальный электротехнический картон или текстолит. Да, с одной стороны, стоит ли заморачиваться, ведь есть готовые из пластика, однако мастер утверждает, что куда проще изготовить самому на станке, ввиду неровностей пластиковых каркасов, которые препятствуют качественной намотке виток к витку. Плюс, учитывая плотность намотки, важна и толщина стенок, с которой можно поиграться при изготовлении каркаса из картона и текстолита. Что больше развязывает руки и дает лучший результат, как утверждает компания. Далее, лего для взрослых собирается и отправляется мотаться. В качестве примера покажу процесс намотки маленького транса. После чего вручную собирается сердечник из Ш-образных пластин. Причем поочередно чередуются пластины из электротехнической стали и пермаллоя. Большие же трансформаторы для питания дополнительно пропитываются лаком в вакуумной камере, в среднем около получаса.
Бульон можно использовать повторно. Далее сушка в камере при 100 градусах. Пирог готов. В соседнем помещении собираются и паяются вручную платы для последующей установки в корпус изделия. Процесс неторопливый и требует аккуратности. Обратите внимание на качество изготовления плат. Никаких потеков, нагара, лишнего припоя и следов от паяльника. Ну и, конечно, на каждой плате присутствует логотип компании. Да, кстати, о корпусах. У ребят есть даже металлообрабатывающий участок. Станок лазерной резки металла, гибка, сварка, токарка. В общем, полный цикл. Брать корпус в качестве примера неинтересно. Давайте посмотрим, как происходит процесс с небольшими деталями для трансформаторов. Далее деталям придают необходимую форму на гибочном станке. Обратите внимание на монтаж компонентов усилителя на примере модели Samson. Несколько плат распределены модульным образом, что удобно и при монтаже, и для ремонта. Каждая плата в отдельном отсеке выезжает на салазках, причем дополнительно амортизирована. Да, можно было бы все сделать на одной плате, но помимо сложности в замене отдельных плат, также коммутация проводами надежнее дорожек и позволяет получить лучший результат. То есть не будем забывать о емкости монтажа. Как не раз подчеркивали в SA Lab, их целью и миссией является создание максимально качественного звука, и все усилия направлены именно на это. Порадовал кабель менеджмент. Думаю, системные администраторы и сборщики ПК меня поймут. Лицевые панели изготавливаются из искусственного камня. Также фрезеруется на станке, процесс это тоже неторопливый. Как происходит покраска, мне, правда, не показали, но качество я успел оценить как на выставках, так и делая обзор фонокорректора Lilt. Задняя панель покрывается пластиком, причем мне сказали, что пластик американский. Да, пробовали китайские, качество не устроило. Рисуется и вырезается все на том же лазерном станке, что и каркасы трансформаторов. Процесс, должен сказать, завораживает, особенно под конец. Некоторые модели усилителей обшиваются кожей. В принципе, кастомизация возможна. Вопрос ваших пожеланий и вложенных средств. Коннекторы в SA Lab используют канадского производства. Фабрика та же самая, которая производит коннекторы и кабели для Zavfina. Мне, кстати, показали, в чем отличие оригинальных от китайских подделок. Визуально не сразу, конечно, поймешь, но пощупав и повтыкав, понимаешь, что и как. Материал, пластик, заметно отличается. Вообще я задал вопрос, какой процент сторонних зарубежных компонентов для начинки усилителей. Мне ответили, что да, многие компоненты импортные. Однако ребята уже часть заменили на наши аналоги, которые соответствуют требованиям. Кто имел дело с продукцией SA Lab, в курсе, что это единственный производитель, который использует в схемотехнике германиевые транзисторы. И тут тоже есть небольшой, но подвох. Суть в том, что хоть и цена их невелика, но их трудно подобрать даже в пределах одной партии, поскольку уж очень разнятся они в характеристиках. А это не только усложняет процесс, но и отнимает немало времени. Устройство тщательно тестируют на разбаланс, отклонения по амплитудно-частотной характеристике, соотношение сигнал-шум, ну и так далее. Даже с учетом использования высокоточных компонентов разброс по параметрам может быть, поэтому контролю уделяют немало времени. При мне как раз тестировали один из фонокорректоров Lilt. Обзор есть на канале, ищите в подсказках.
Контроль проходит на каждом этапе, проверяются платы визуально, пайка, как прикручены разъемы, монтаж плат в корпус, ну и так далее. А еще платы моют, причем не техническим, а медицинским спиртом. И только если устройство соответствует параметрам, его собирают в корпус и отправляют в комнату прослушивания для тестирования в реальных системах. Регламент прогрева от 20 до 50 часов. Ну а после этого приборы упаковывают в ящики. Причем порой огромные и тяжелые ящики. К примеру, готовящийся к выходу моноблок Геркулес на 1,5 киловатта весит 260 килограмм. Где, простите, одни трансформаторы составляют 110. Ну а стоить стереокомплект будет... На этот вопрос производитель улыбнулся и сказал, что не дороже флагманов мировых брендов, с которыми он конкурирует. Думаю, речь идет о Goldmund, Dendy Agustino, Kondo, ну и так далее. Впечатляет, не так ли? И ведь покупают, в том числе и за границей. Осталось SA Lab прикупить собственный транспортный самолет для доставки таких тяжеловесов. Ну и после всех проверок можно послушать готовый продукт в шоуруме, где мне, кстати, дали послушать готовящийся к выходу усилитель для наушников. Пока это изделие миновало стадию прототипирования и были изготовлены предсерийные образцы, в продажу выйдет к середине лета. Схемотехника на SID-транзисторах и Германии на выходе. Вообще, как утверждают в SA Lab, процесс создания того же усилителя довольно трудоемкий и времязатратный. Поскольку, изготовив даже несколько прототипов, не всегда это будет финальным продуктом. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды, и какие-то корректировки на этапе прототипов имеют место быть. Плюс подбирается элементная база, обрабатывается компоновка, ведь помимо великолепного звука, изделие еще и должно быть надежным и соответствовать всем требованиям безопасности. 99% продукции сертифицируется в России и часть изделий даже в Европе. Причем для сертификации дается невозвратный экземпляр устройства, что удорожает конечную модель, поскольку для получения сертификации, думаю, многие в курсе, над устройством издеваются как могут. Вплоть до механических тестов и распила. Ведь помимо электробезопасности необходимо проверить и наличие вредных и опасных материалов в составе. Радует, что наша продукция интересует зарубежных аудиофилов и любителей хай-энда. Да, безусловно, усилители, фонокорректоры и даже повышающие трансформаторы бренда стоят очень дорого. Не каждый сможет себе их позволить. Однако покупают и даже сравнивают с иностранными аналогами, порой в разы дороже. В общем, наши могут. А у меня, друзья, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Но, конечно, самое главное, будьте здоровы!